Индия и Франция заключили межправительственное соглашение на поставку палубных истребителей «Рафаль-М» для нужд индийского флота. Сделка оценивается примерно в 63 тысячи крор рупий, около 7 миллиардов 400 миллионов долларов, и включает 26 самолетов, 22 одноместных и 4 двухместных учебных варианта, которые планируется базировать на авианосце INS Vikrant. Официальное подписание контракта состоялось в присутствии министра обороны Индии Раджеша Кумара Сингха и французского посла Тьерри Мату. Соглашение было утверждено Комитетом Кабинета министров по безопасности Индии в начале месяца. Изначально церемония должна была пройти в ходе визита министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Нью-Дели. Однако из-за переноса визита контракт подписали дистанционно. По условиям соглашения, после оплаты французской стороне начнется реализация проекта, включая создание Центра технического обслуживания и обучения индийских морских пилотов. Ожидается, что первые самолеты поступят на вооружение к маю 2028 года. Особенность палубных «Рафаль-М» состоит в их способности взлетать с трамплина на авианосцах с механизмом «Стабар», который установлен на INS Vikrant и INS Vikramaditya. Эти истребители станут временным решением на замену МиГ-29К российского производства, которые сталкиваются с эксплуатационными сложностями. В долгосрочной перспективе Индия планирует заменить иностранные самолеты на собственные разработки, например, двухмоторный палубный истребитель ТДБФ, над которым уже ведутся работы. До его готовности «Рафаль-М» обеспечит флоту Индии необходимую мобильность и оперативные возможности вдали от своих берегов, усиливая стратегические позиции страны в Индо-Тихоокеанском регионе. На этом фоне азербайджанские СМИ, ссылаясь на данные с ресурса Flightradar24, сообщают о переброске Турции 6 самолетов с военным грузом в Пакистан на фоне роста напряженности с Индией. На фоне обострения ситуации вокруг Кашмира Турция усиливает поддержку Пакистана. Как сообщается, в стране были замечены несколько военно-транспортных самолетов С-130Е, принадлежащих ВВС Турции. По неофициальным данным, вместе с ними в Пакистан были доставлены противотанковые комплексы «Караок» и компоненты для ударных беспилотников «Байрактар ТБ-2». В свою очередь, Китай поддерживает Пакистан в защите его суверенитета и интересов безопасности. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Исхак Даром. В заявлении МИД КНР отмечается, что Пекин внимательно следит за развитием нынешней ситуации. Китай всегда поддерживает Пакистан в его решительных действиях по борьбе с терроризмом, говорит Ван И. Также Ван И выразил надежду, что Индия и Пакистан проявят сдержанность и будут способствовать деэскалации ситуации. Исхак Дар, в свою очередь, заявил, что Пакистан будет поддерживать контакты с Китаем и миром по вопросу обострения отношений с Индией. Отметим, что Китай активно продвигает свой масштабный проект «Шелковый путь», сталкиваясь с сопротивлением Индии. Одним из направлений китайского расширения является Армения, где Пекин заинтересован в укреплении своих транспортных и экономических связей. Индия, в свою очередь, поддерживает Армению, считая это важным шагом для сдерживания влияния других государств в регионе. Открытие Сюникского коридора становится важным элементом для реализации «Шелкового пути», так как он обеспечит соединение Центральной и Южной Азии с Турцией, что имеет стратегическое значение для Китая. Но важно отметить, что на стороне Армении есть важные международные партнеры, такие как Индия и Иран. Пакистан продолжает нарушать режим прекращения огня вдоль линии контроля, ведя стрельбу в районах Пунч и Купвара на фоне растущей напряженности в регионе. Как сообщили представители индийской армии, в ночь с 27 на 28 апреля пакистанские посты открыли огонь из стрелкового оружия в направлении индийских позиций в этих районах. Индийские военные ответили ответным огнем. О потерях или пострадавших с обеих сторон не сообщается. Эти обострения следуют за недавней трагедией на лугах Байсаран в Пахалгаме, где в результате нападения погибли 25 туристов и местный житель.
После этого силы безопасности вдоль линии контроля были приведены в состояние максимальной боевой готовности. Командование вооруженных сил Индии дало указание оперативно и решительно реагировать на любые провокации, чтобы сорвать возможные вражеские планы. Хотя после соглашения о прекращении огня 2021 года обстановка на границе в целом оставалась спокойной, новые случаи обстрелов вызывают обеспокоенность по поводу сохранения достигнутой стабильности. Местные жители в приграничных районах начали укреплять свои укрытия и спешно убирать урожай в ожидании возможного дальнейшего обострения ситуации. После нападения в Пахалгаме Индия предприняла жесткие меры в отношении Пакистана, которые мы уже озвучивали. Эти решения были одобрены на заседании Комитета по безопасности Кабинета министров под председательством премьер-министра Нарендры Моди. В ответ, как мы уже отмечали, Пакистан объявил о приостановке всех двусторонних соглашений с Индией, включая Симлское соглашение 1972 года. Добавим, что полиция Джамму и Кашмира опубликовала фотороботы 3 подозреваемых в причастности к нападению на туристов. Среди них 2 граждан Пакистана, а также местный житель из округа Анантнаг. За информацию, ведущую к их задержанию, объявлено вознаграждение в размере 20 лакхов рупий. Кроме того, в Южном Кашмире силы безопасности продолжили операцию против террористических группировок, снесли еще 3 дома, связанных с подозреваемыми в нападении. Главный министр Джамму и Кашмира Амар Абдулла, поддержав борьбу с терроризмом, призвал действовать так, чтобы невиновные граждане не пострадали. Кашмирцы осуждают терроризм и гибель мирных людей. Мы должны сохранить эту поддержку, действуя взвешенно и справедливо, подытожил министр. И в конце добавим, что в условиях нарастающей напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном солдаты 2 стран воздержались от привычных рукопожатий на пограничной церемонии, которая проходила в обычном ритме военной музыки, сопровождаемой аплодисментами зрителей. Этот ритуал существовал на протяжении десятилетий, пережив множество дипломатических разногласий и военных конфликтов. Железные ворота на границе остаются закрытыми, и ситуация продолжает оставаться напряженной, с растущими опасениями по поводу возможной военной эскалации в ближайшее время. Совет безопасности ООН призвал обе страны проявлять сдержанность, напоминая, что с момента раздела Британской Индии в 1947 году Индия и Пакистан уже 3 вступали в вооруженные конфликты. Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о главных событиях в мире и нашем регионе.